Всем привет, с вами проект Power Device. Здесь мы прокачиваем наши Android-телефоны. В данном ролике поговорим о приложении Gemini, искусственном интеллекте от Google. Если быть точнее, поговорим о его новой функции, которая добавилась в лайв-режиме. Этот искусственный интеллект не стоит на месте, он развивается большими шагами. В предыдущих роликах, которые также касаются Gemini, я показывал, как его установить за место Google Ассистента. Там нужно было в настройках вашего телефона прописывать отдельный DNS-сервер, для того, чтобы Gemini у вас работал. К сожалению, тот DNS-сервер уже не работает, сейчас нужен другой. Вот он, я обязательно им также поделюсь с вами. Но самое главное, это новые функции, которые добавили в Gemini. Я покажу, как ускорить их установку, если они до сих пор у вас не появились. А также расскажу, что они делают и для чего нужны. Итак, идем по порядку. Если вы не смотрели мои ролики на тему Gemini, то советую посмотреть хотя бы один из них, где я показывал, как установить этот искусственный интеллект. Ссылку на это видео оставлю внизу в описании. Делается все это абсолютно несложно, вам просто нужно установить Gemini, а потом переключиться на него с Google Ассистента. Для тех, кто не знает, искусственный интеллект Gemini ограничен в России. Его невозможно установить просто так. В Play Market это приложение есть, но для большинства оно недоступно. Самое первое, что нужно сделать, это установить рабочий DNS. Для этого в основных настройках заходим в другие способы подключения. К слову говоря, все, что я сейчас показываю, будет работать практически на всех современных Android-телефонах. Здесь находим частный DNS-сервер. Если у вас другой телефон не Xiaomi, то просто в поиске настроек вбивайте DNS-сервер. Далее я нажимаю «Пользовательский» и прописываю такой DNS-сервер xbox-dns.ru. Конечно же, для вашего удобства ссылку на этот DNS я оставлю внизу в описании под этим роликом. Всеми этими фишками мы делимся в нашем телеграм-канале Power Device. Там много людей, которые в этом разбираются. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм и не стесняйтесь там задавать вопросы. К слову говоря, когда вы скопируете этот DNS, он может вставиться в данное окно с надписью HTTPS. Все лишнее нужно будет убрать. Должны остаться только такие символы, как у меня. Нажимаю «Сохранить». Теперь смотрите, друзья, у меня есть вот такой файл. Этот файл содержит официальную последнюю версию Gemini под номером 1.0.75.11.04 и так далее. Что нужно сделать? Этот файл я также скину в свой телеграм-канал, вам нужно его скачать и установить. Либо если Gemini у вас уже установлено, просто обновите его, точно так же, как я покажу далее. Должен отметить, что этот файл в формате zip, там находится несколько АПК, его не нужно разархивировать, он устанавливается через отдельное приложение. Данное приложение называется так, его можно скачать в Play Market. Заходим в Play Market, нажимаем «Поиск», прописываю по-английски SAE. Вот данное приложение, нажмите его «Установить», потом все это можно удалить. Далее, после того, как вы скачали эту версию Gemini в моем телеграм-канале, переместите ее в какую-то папку, просто для вашего удобства, чтобы вы могли ее найти. Например, я ее выделяю, нажимаю «Переместить», «Внутренний накопитель». Для моего удобства здесь есть папка APK, в нее я и скидываю Gemini. Далее открываю приложение, которое мы скачали в Play Market. Если у вас телефон Xiaomi, оно может ругаться на вашу оболочку и просить временно отключить оптимизацию, которая находится в настройках разработчика. Но на многих телефонах Xiaomi это делать не нужно, и без этого все хорошо работает. Продвиньтесь здесь вниз, здесь может происходить загрузка, дождитесь ее некоторое время и просто нажимаем «Продолжить». Разрешаем уведомления, нажимаем «Установить АПК», системный файл пикер, ОК. Далее здесь я нажимаю 3 полоски, мое устройство, нахожу ту самую папку APK, в которую я перекинул Gemini в zip формате. Вот он, этот zip формат, который вы скачали в моем телеграм-канале. Внутри него находится Gemini. Здесь никакие дополнительные галочки проставлять не нужно, просто нажимаем «Установить». Далее либо обновляете Gemini, либо устанавливаете. Все просто. К слову говоря, многие люди в комментариях пишут, что они установили Gemini, но его ярлык пропал с рабочего стола. Смотрите, вообще Gemini вызывается так. Все это я показывал в предыдущем ролике, который будет в описании. Но если вы хотите вызывать его с рабочего стола, тогда заходим в приложение, 3 точки, показать системные приложения. Здесь начинаем писать Gemini, должно открыться такое приложение. Включить.
Но вообще однозначно советую поставить Gemini вот на такой жест. Все это делается в настройках Google. Что делаем дальше? Обязательно заходим в Play Market. В поиске прописываем Google, открываем вот это приложение. Друзья, здесь очень важно понимать, что Gemini взаимодействует с этим приложением. Его обязательно нужно обновить, но лучше всего его не просто обновлять, а продвинуться здесь ниже и вступить в бета-тестеры, чтобы получать все новые функции раньше других. В общем, данное приложение обязательно нужно обновить. Мы практически все сделали, теперь перезагружаем наш телефон. Далее пробуем открыть Gemini. Вот здесь у вас должен появиться Live режим. Нажимаем на него. А далее должны появиться новые функции. Также очень важно должен отметить, если вы только установили Gemini на свой телефон, соответственно до этого у вас не было частного DNS сервера, тогда Live режим может появиться не сразу, просто нужно некоторое время. Немного подождите, он обязательно сам по себе появится. Главное, не отключайте DNS сервер. Если что, отмечу, этот DNS работает не как какой-то VPN, это просто перенаправление трафика для Gemini. Данные две новые функции, вот они, появляются у большинства пользователей. Как быстро они появятся у вас, это зависит от серверов Google. Если эти функции у вас сразу не появились, то появятся чуть позже, обязательно. Теперь вкратце расскажу, что они дают и зачем нужны. Также в скором времени Gemini должен научиться создавать видео, ну а пока он может создавать только изображения, причем очень качественные. Создая изображение, кот едет на велосипеде BMX и делает трюки. Очень реалистичные и качественные изображения. Ждем, пока он научится создавать видео. Не забудьте подписаться на мои каналы, там я обязательно сообщу, когда он научится это делать. В общем, друзья, первая новая функция, которая здесь появилась, это Live камера. У этой функции очень большие перспективы. Смотрите, в данный момент она может определять, что перед вами находится. Вы можете задавать ей вопросы в режиме Live. Что ты видишь? На видео фигурка Грута. Ты можешь определить модель этой клавиатуры? Я вижу, что это RK Royal Clutch M65. Хочешь узнать о ней больше? То есть, по сути, через камеру, показывая Gemini, что находится вокруг вас, вы можете в лайв режиме общаться об этом и развивать диалог. Переведи, что ты видишь перед собой. На коробке написано: «Привет, добро пожаловать в семью Реал». Чем тебя заинтересовала эта надпись? Скопируй текст того, что ты видишь. Хорошо, я скопировала текст «Привет, добро пожаловать в семью Реал». На самом деле у этой функции очень большие возможности. Вы можете ее включить, ходить по комнате и спрашивать, что она видит. Она абсолютно все вам будет рассказывать. И такой диалог можно развивать. К примеру, вы идете по улице, стоит какой-то красивый мотоцикл, но вы не знаете, как он называется и что это за модель. Можете легко спросить у Gemini. В лайв режиме это гораздо удобнее делать. Далее, друзья, следующая функция, которая также в лайв режиме позволяет видеть наш экран. Нажимаем «Начать». Теперь искусственный интеллект видит наш экран и то, что на нем происходит. Например, я открываю какой-то сайт. Кратко расскажи содержание этой статьи. В этой статье говорится, что компания Xiaomi подтвердила список из 47 моделей своих смартфонов, которые получат обновление до новой операционной системы HyperOS. Также вы можете попросить ее полностью прочитать, что находится на этой странице. Прочитай полностью без сокращений, что на этой странице. Конечно, вот полный текст статьи. Xiaomi подтвердила список. 47 устройств уже в списке. В общем, я думаю, вы понимаете, что эта функция в основном создана для того, чтобы использовать ее в интернете, на каких-то сайтах или ресурсах. Также, например, лайв-камера может очень сильно помочь людям с ограниченными возможностями. Она может подсказывать, что находится вокруг них и даже куда им идти. Друзья, если у вас возникнут какие-то вопросы, задавайте их здесь в комментариях, либо в нашем телеграм-чате Power Device. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на наши каналы, чтобы не пропускать интересного. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.